Друзья, ну что ж, всех приветствую на канале. Сегодня в этом ролике мы рассмотрим один из самых, наверное, интересных вопросов, которые я раньше почему-то не затрагивал. Но на стриме частично вот мы, конечно, отвечали на этот вопрос. В общем, что будет с танками онлайн после выхода танки классики? Вот этот вопрос сегодня в этом видео обсудим. Немного, наверное, нестандартный формат будет, чисто вот такое вот разговорное, да, видео. Поэтому по прогнозу, вот я сейчас посмотрел, ожидаются повышенные осадки, да, и повышенная влажность. Поэтому будьте внимательны. Если есть знакомые, кто хочет очень сильно пить, то скиньте ему этот ролик обязательно, друзья. Ну и сразу, друзья, ставьте лайк на это видео. На канал, если не подписаны, подписывайтесь тоже, потому что много кто на канал не подписан, судя по статистике. Вот, ну и мы начинаем. Что же будет с танками онлайн после выхода танков Classic? Многие считают, вот некоторые прям убеждены, что при выходе танки Classic, танки онлайн якобы закроются, потому что все с танков онлайн перебегут в классику играть. Но это, друзья, не совсем так. У танков онлайн на самом деле есть своя аудитория, которые вообще параллельно на эту классику, то есть не все вот, кто так мыслит, да, что вот скорее бы классика, пофиг там на танки онлайн, как в видеоблогах вот бывает еще, да, рассказывает новости игры и в чате там спамит, что всем пофиг, давайте уже новости про классику. Нет, друзья, не всем не пофиг, в том числе вот даже у меня на стримах присутствует аудитория, которая не любит вообще классику, которая, вот я у них спрашивал, будете ли вы играть, многие сказали, нет, я даже не буду заходить, ну кто-то там зайдет по приколу чисто, да, чтобы вместе поиграть. Но, в общем, в основном многим пофигу. Многие не ждут, многие желают, чтобы классика даже не открывалась, чтобы почаще вот мы играли в танки онлайн. По поводу онлайна, ну действительно, да, в танках онлайн не такой уж огромный онлайн. В классике вообще игроки, вот, которые интересуются классикой, их намного больше. Ну, мы с вами это видели уже, да, по цифрам на ютубе, по просмотрам классики, когда только анонс классики был, какой ажиотаж там присутствовал, даже без выхода еще самой игры. Ну, очевидно, это все понятно, да, у классики будет больше аудитории. Сколько же там онлайна в танках сейчас примерно, да, и что от них останется после выхода самой классики? Давайте вернемся к этому вопросу. Ну, в танках онлайн сейчас онлайн узнать невозможно. У меня был ролик на канале, где я это пытался вычислить. Можете его, кстати, посмотреть, но сейчас вот нигде цифр никаких нет. Единственное, можно вот зайти в вызов принят в основных танках, посмотреть, что тут, кто у нас в топе присутствует. Ну, тут топ 1000 игроков у нас показывается по набитым звездам. Вот для примера, что вы видели, у меня 243 звезды, хотя я играю, ну, прям каждый день, задрочу там по 3-4 часа, и я даже в топ 1000 не попадаю, как видите. Но говорит это о том, что онлайн, ну, 1000 точно есть, друзья. Точно больше 1000. Какие конкретные цифры, ну, пока непонятно. Вот. И при выходе классики, вот, многие думают, что все, танки онлайн закрываются. Нет. Опять же, вот, повторяясь, возвращаясь к тому, что у танков онлайн своя аудитория, танки онлайн будут существовать параллельно. Просто после выхода классики танки будут существовать параллельно. В них также будут играть люди, кто любит танки онлайн новые, с устройствами, с динамикой вот этой вот всей дикой, да, с новой графикой. Многие останутся играть здесь. Просто некоторые так думают, что в эту игру играет 20 человек и все, и больше никого тут нет. Но это неправда. Даже заходя в матчмейкинг, постоянно вот моментально ищется битва, полностью заполняется, ну, по крайней мере, на последних званиях, да. И даже вот по опросам в чате не все готовы уходить с проекта. Но все равно какая-то часть уйдет. И это правда. В том числе вот такие, как я, которые сейчас играют в новые танки, да, а потом перейдут в старые. Но опять же, я не собираюсь прям полностью бросать новые танки. Мне действительно эта игра нравится. Конечно, самый большой минус, что тут не такой большой онлайн, да, не такие большие цифры. Это, конечно, большой минус, но игра мне нравится. И чтобы вы понимали, я и без стримов, и без канала все равно в эту игру бы играл. И я и играл, кстати, перед тем, как я на YouTube-то и вернулся. Вот, но частично кто-то уйдет, но я думаю, сильно картину это не изменит. Картину не поменяет. Единственное, только вот спецрежимы с голдами, возможно, просядут, потому что мы на стримах вот часто прям толпой туда залетаем, благодаря нам даже битвы создаются новые. И тут есть такая проблема, что да, не все вот игроки новых танков онлайн любят там голды, ловить золотые ящики, наслаждаться там просто атмосферой игры, в ДМ-ку играть. Поэтому режим особо не популярный. Доходит иногда до того, что всего там одна-две битвы на весь сервер создается, и иногда даже невозможно попасть. Но это речь про спецрежим ДМ, который вот сейчас, кстати, присутствует. В общем, какой вывод, друзья? После выхода классики, в классику приходит вообще другая аудитория, которая любит только старые танки. Многие, кто любит только старые танки, они вообще в новые даже не играют. Опять же, вот приведу статистику, но я вот вынужден просто опираться, потому что это вот, наверное, один из главных инструментов, вот, по которым я сужу. На стримах сидят люди, которые не играют в новые танки, они тупо сидят, смотрят трансляцию там, или обсуждают классику, какие-то вопросы задают, просто общаются на другие темы, но не играют в танки онлайн в новые. То есть таких игроков тоже много.
много. При выходе классики вот эта вот аудитория выйдет из тени и будет поднимать цифры онлайна классики. Но и частично с танков онлайн тоже народ подтянется. Я думаю, даже вот тема, вот у кого прям вот супер матчмейкинг головного мозга, да, даже такие игроки ради интереса зайдут, посмотрят, что там да как. Ну и также не стоит забывать, что у танков онлайн также основные новые танки являются главным проектом. Все обновления первоочередно, все ивенты туда, вот даже военный ивент, который тут выходил, все выходит здесь. Если там в классике, допустим, сейчас что-то там еще не вышло, что-то недоработано, и есть возможность доработать либо новые танки, либо классику, они выбирают новые танки. Потому что этот проект пока что приносит им как раз таки прибыль. Что будет в приоритете после выхода классики, пока непонятно. Конечно, есть большая доля вероятности, что по деньгам, там, если Орех вот монетизирует там все, да, как вот уже челленджи там платные появились, ну, платная подписка, понятно, кристаллы вот пока еще неизвестно, можно ли будет покупать или нет. Что-то он там говорил про возможность покупки скинов завуалированно на старте игры, но это на форуме была инфа, что якобы, да, якобы он даст возможность за деньги покупать скины. Но это, опять же, не факт, что так будет. Это давно где-то на форуме он писал, в каком-то ролике я уже это рассматривал. Но если так получится, что в танк классик реально будет больше денег, ну, я не знаю, ну, будет логичней вкладывать больше ресурсов в классику, сделать и эту классику уже приоритетным проектом, нежели танки онлайн. Но мне кажется, что такого вряд ли. Мне кажется, что такое вряд ли будет. Это маловероятно. Все-таки, да, игроков будет больше в классике играть, но в новых танках онлайн слишком уже много напичкано элементов монетизации. Ну, я не знаю, пишите ваше мнение по поводу вот, где будет больше донатов, в танках онлайн либо в классике. Опять же, не стоит забывать, что после выхода классики танки онлайн не потеряют свою аудиторию основную, да, свой костяк. Тут люди эти все останутся. Кто игру на постоянной основе поддерживает, да, также будут выходить ивенты. Я думаю, что вот в будущем мы даже будем как делать? Мы будем играть в классику, например, да, какой-то интересный ивент в танках, заходим в танки. Но даже не ради какого-то интересного ивента, а просто для разнообразия. Вот как вот мы здесь играем иногда, да, в матчмейкинг, надоедает, идем в спецрежим. Спецрежим надоедает, идем обратно в матчмейкинг. И также, наверное, у нас будет с классикой. Поиграли в классику, ну, рано или поздно надоест. Ну, мы же не железные роботы. Пойдем для разнообразия, там, размылить глаза в танках онлайн, там, подинамичнее, вот, покататься, да, там, немного передохнуть. Надоедают новые танки, возвращаемся в классику. То есть, это дело можно будет вот так вот маневрировать. По поводу вот еще, так сказать, аргументов в сторону защиты, да, вот танков онлайн. Мало кто знает, но танки онлайн вышли на Nintendo Switch в этом году. И кто не в курсе, у Nintendo Switch тоже вот огромная просто аудитория пользователей. Если я не ошибаюсь, даже больше их там продано, нежели PlayStation 5. Вот. И к чему я это? Благодаря тому, что эта игра вышла на Nintendo Switch, тоже какой-то онлайн возрос в танках онлайн. Да, это не русская там, в основном не русскоязычная аудитория, да, какая-то там иностранная, но, судя там по графику роста онлайна, который там в каком-то из видеоблогов показывали, это дало свой буст. А еще, я напоминаю, танки онлайн должны выйти на PlayStation 5 и Xbox. Кто тоже не в курсе, сейчас вот над этим работа там у разработчиков ведется параллельно. Вообще столько у них там всякой работы ведется, я не знаю, как они успевают даже классику делать. Вот, что тоже даст свой какой-то онлайн. По поводу, выйдет ли танки классик на эти вот платформы типа PlayStation, Xbox и Nintendo, пока непонятно. Я думаю, что в будущем, возможно, выйдут, если у танков онлайн получится тоже свою игру туда запихнуть. Ну и подводя итоги, ну то есть понимаем мы, да, что после выхода классики танки онлайн точно не закроются, да и никто не желает им закрытия. Игра все-таки легендарная, 16 лет уже существует. Не каждый проект может похвастаться такими цифрами. Две игры будут просто существовать параллельно. Все будет у них нормально. Но многие еще пишут, а вот танки X вот закрыли же. Значит, танки Classic повторят судьбу танков X и вот тоже через годик закроются. Но, друзья, тут немного некорректное сравнение. Все-таки танки X это был проект новый. Это были новые танки онлайн с новой графикой, да, там вообще, ну, уже не совсем даже танки онлайн были, там они пошли в какую-то другую сторону, там чертежи вот это вот было, нара другая, другие припасы, другие механики, вообще все другое стало, лишь были какие-то основные элементы танков онлайн в этой игре. Хотя поначалу вот прям была копия прям танков, только с другой графикой. Мне вот эта версия больше нравилась. Но игра закрылась, потому что она не окупалась, донаты не приносили прибыли достаточной и закрылась. Ну, почему так? Потому что был онлайн небольшой этой игры. И у танков Classic будет намного больше онлайна, поэтому я считаю, что некорректно немного сравнивать. Это разные игры. Все-таки танки X это был новый проект, экспериментальный, а танки Classic это проект, который уже когда-то был успешным. То есть это успешная версия танков онлайн, которая вот тогда, в то
время как раз параллельно с танками X и существовала. И кто закрылся, закрылись танки X, а не танки онлайн. И поэтому танки классика, я думаю, вряд ли что закроется. Ну, огромная база фанатов, там, ностальгических игроков. Ну, цифры мы видели с вами уже на анонсе классики, да, когда был хайп дикий. Понятно, что вряд ли классика закроется как танки X. Плюс даже вот взять опыт пираток, если так посмотреть, по-моему, до сих пор там ничего не закрылось. И явно она существует больше года, поэтому классика, вероятнее всего, в первый год точно не закроется и будет существовать еще долго. По поводу, друзья, даты выхода классики, вот это вот все темы, да, когда выйдет игра, когда тест будет. Напоминаю, что видеоблог выходит 26 сентября в четверг. 26 же это число будет, сейчас я уточню, да. А, нет, 25 числа выходит видеоблог. По поводу дат я уже говорил в прошлом ролике свои прогнозы. Там можете посмотреть предыдущий ролик на канале. Там как раз он посвящен вот дате выхода, начала теста. Не знаю, подсказку сюда прикреплю, если не забуду. Но в любом случае в конце ролика, там, если что, аннотация вылезет. Либо на канале просто зайдите, посмотрите предыдущий ролик. Если, друзья, кстати, вы в новые танки играете, не забывайте ставить Technic 10 в настройки вашего аккаунта, если у вас есть желание поддержать меня как автора. Ну и на этом все. Вот такой вот разговорный формат получился. Вроде я все сказал, что хотел по поводу этого вопроса, который мы сегодня рассматривали. Даже немного за рамки мы вышли этого обсуждения, но надеюсь, вам понравилось, было интересно послушать. Вспомнить такие проекты, как Танки X, старые танки онлайн. Для фанатов танков онлайн, я думаю, тоже было интересно вот послушать, что будет с их игрой. Ну и с нашей игрой, с моей игрой тоже. Остается только дождаться классику. Надеемся, что будут уже какие-то серьезные прогрессы там в разработке. Надеемся на начало теста в ближайшее время. Ну и на выход игры уже поскорее. А что ж, друзья, всех я благодарю за просмотр. Ставьте лайк на это видео, кто еще не поставил. На канал обязательно подписывайтесь.